Если навести проклятие на род, проклятие мученическое на род человека, благословите им либо дом, либо здание, где он живет, потому что цель пойдет к нему только. Если человек далеко находится, открывайте окно, называйте его имя, отчество, фамилию, желательно. Вы должны знать, на кого вы это читаете. Это можно использовать лично для себя или как заказ, если к вам поступило. Если вы считаете, что человек достоин этого, учтите, вы должны равновесие соблюдать. Нельзя просто взять и проклинать человека за то, что тот работает, у него Мерседес есть, а вот этот пришел, заказал его. Понимаете, это неправильно. Если человек замешан, если он ни за что пытается посадить кого-либо, если у него руки по локоть в крови, если он в насилии, скажем так, участвовал и отвечать не хочет, и не отвечает, у него есть деньги, связи, да, то есть он заслуживает этого, он должен понести наказание. Где искать человеку истину? Где искать возмездие? В милиции, в прокуратуре, в судах? Ну, не будем об этом. Так вот если человек заслужил, его имя, отчество, фамилия, желательно год рождения знать еще, насколько можно, подробной информации. Если вы делаете на заказ, фотографию положите на стол. Итак, вам нужно 13 свечей черных, восковых. Его фотография. Откройте окно. Точно так же по кругу. Желательно вообще крестное знамение от себя подальше. Чем меньше будет у вас связанное вообще с христианским эгрегором, тем сильнее ваша работа. Те, которые лезут в христианский эгрегор постоянно, да, они либо еще не развиты настолько, чтобы понимать, что оно не имеет такой силы, как более древняя сила, либо они боятся, трусливые, понимаете, и боятся и отсюда хотят урвать, и там хотят, и у них ни там, ни тут особо не получается, потому что силы не любят, когда люди туда-сюда перебегают. И, им дастся что-нибудь. Не могу сказать, что люди, которые иконы берут, кресты, у них ничего не получается. У них может что-то получиться на личной силе. Либо это родовые ведьмы, очень сильные, но просто неграмотные. И они как их научили, они так и делают, не понимая, что они служат одной силе. Либо это люди лицемерные, которые хотят привлечь людей, якобы я от Бога, не бойтесь меня, я не такая плохая, как некоторые ведьмы, там такие черные, я такая хорошая, светлая от Господа Бога. То есть либо так, либо сяк. Но в любом случае те, которые пользуются христианской атрибутикой и обращаются к эгрегору христианства, они слабоваты. У них нет той силы. Это однозначно нет, потому что, еще раз вам говорю, сила должна быть одна, чтобы вела тебя, понимаете? Остальные силы ты используешь во благо для каких-то целей, но ты не служишь тем силам. Это однозначно. Начнем. 6 свечей, фотографии на столе, черный алтарь. Значит, открывается окно, крутите, называя сначала имя, читаю, начитываю на такого-то человека. Несколько раз сказали, начали. Точно так же 6-13 раз. Когда вы будете читать, у вас начнет подниматься жар, вас может шатать, можете прервать, дальше продолжить. Не страшно. Я двери твоей хаты благословляю, иконой мучеников. 40 мучеников севастийских мучились, страдали, от боли изнемогали. Враги им в лицо плевали, враги их презирали, огнем пытали, каленым железом сжигали. Так и дому твоему мучение, роду разорение, позор и мучение. Заклинаю, да иконой черной тебя проклинаю во имя черта и дьявола отца. Пусть так и будет. Заклято. Если вы знаете, где ваш враг живет,
либо человек может вас подвести туда. Естественно, там уже свечи не нужны. В ночной темноте крутите возле его ворот, наговорили и ушли. И вот за короткое время вы увидите, такое будет там случаться, ой-ой-ой, от пожаров и до смертей. Смотря какая у вас сила была. Понимаете? Смотря какой яростью вы в тот момент прочитали. Это зависит очень сильно от настройки в этот момент. Постарайтесь провести на своих врагов тот момент, когда у вас особенная злость по отношению к ним. Обычно я говорю, что порчи, проклятия нужно провести с холодным умом, в общем, на холодную голову, чтобы оно получилось, и отпускать. Но есть моменты, когда ваш посыл будет особенно сильный удар, вот прям с ног собьет, если вы особенно злые. Понимаете, когда вас уже допекли, просто взять, открыть окно, крутить, представить его лицо, сказать его имя, послать туда. И готово.